Чистый выстрел. Коммуникационная ловушка. От винта! И прочистите ваши ушки. Пришло время для очередного выпуска передачи «Точно в яблочко». Чистый выстрел. И, как всегда, в студии Крейг Бертон, чтобы сообщить вам новости, которые вы просто обязаны узнать. Новостей много, не знаю, до каких дойдут руки в первую очередь. Наслаждайтесь нашим шоу, это ведь живая речь, а не какая-нибудь там фонограмма. Сегодня мы собираемся подробнее разобраться в одном из советов, полученных в начале недели в нашем разделе «Проблемная зона». Вам просто несказанно повезло. Очень много усилий пришлось приложить, чтобы пригласить нашего сегодняшнего гостя на линию. Снимаю шляпу перед Тощим, дабы увековечить его заслуги в этом деле. Даже знать не хочу, каким ужом ему пришлось вертеться, чтобы сделать это. И как бы я обходился без тебя, приятель. О, как жаль, что вы не можете видеть это замечательное зрелище. Тощий покраснел гуще, чем свежесваренный омар, только что вытащенный из кастрюли. Не переживай так, я не собираюсь снова приглашать тебя в эфир. Просто пусть хорошие люди узнают, кто делает здесь всю тяжелую работу. В любом случае, все мы знаем, что нет ничего более комфортного, чем собственный дом. Почувствуйте себя как дома, путешествуя по вселенной в сети магазинов Кельто. Ваши морозильники простираются отсюда и до горизонта, исчезая за его пределами. Кельто – длинный путь во вселенную, но мы делаем его чуть-чуть покороче. Знаете что? Эта реклама более чем уместна, учитывая обстоятельства. Не так давно я и моя жена праздновали второй день рождения нашей ненаглядной крошки. О, у меня даже кружится голова от созерцания того, как растет моя маленькая леди. Любой мой марафон, который мне когда-либо приходилось совершать, не может передать того, как у меня перехватывает дыхание, когда я смотрю на мое маленькое сокровище. И все, что я хочу, это просто попасть домой, где меня ждут две моих замечательных девочки. Это самая важная вещь, которую я обязан сделать. Вы думаете, меня просто занесло? Это не так. Думаю, многие из вас понимают, что именно я хотел сказать. Итак, давайте все-таки начнем. Сегодня мы обратимся к системе Nexus. Сейчас мои чувства как никогда обострены. Осмотрим это место. Конечно. Как бывало говаривала моя мама, не делайте бизнес там, где нет хорошего бизнеса. Спасибо всем пиратам, которые окопались в этой системе, но Объединенная Земная Империя все еще пытается установить там подобие закона и порядка. Усилия, чтобы очистить систему, я имею в виду тех парней, которые идут на высокий риск, выполняют высокооплачиваемые контракты, доставляют все необходимое. Я уверен, что многие из вас, молодых искателей приключений, уже навострили туда лыжи, соблазнившись возможностью сделать себе имя. Но прежде чем вы начнете рисковать своей шеей ради парочки дополнительных кредитов, вы должны услышать о новой проблеме, осложняющей жизнь в системе. Благодаря Тощему нам удалось выйти на прямую линию с адмиралом Еседой Финч. Она отставной офицер, ныне проживающий на рейсе. Надеюсь, она сможет просветить нас о том, что именно сейчас происходит. Спасибо, что пригласили меня. Просто, чтобы было понятно. Сейчас ты больше не связана с военно-космическими силами ОЗИ, но с момента вашего выхода на пенсию вы принимали активное участие в защите системы Nexus. Все верно. Я живу здесь уже почти 20 лет. Не заняло много времени, чтобы понять. Преступники не собираются покидать систему, пока народ не выкинет их вон. Это займет некоторое время, но мы уже встали на тот путь, чтобы стать безопасной и надежной системой для всех. Достойная задача для вас, мисс Финч. Но недавно у перевозчиков возникли какие-то серьезные проблемы с Нексусом. Я получал сообщения от людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы привезти в систему ценные товары и материалы, но им была разрешена посадка только на официальном космодроме ТПД торгово-промышленного департамента и продажа по ценам, установленным ТПД вне системы. Что, черт возьми, происходит? Несколько дней назад наше отделение ТПД заметило, что ряд перевозчиков начал просто взвинчивать цены, назначать их настолько запредельными, что волосы встают дыбом. Причем это взвинчивание цен было ничем не обоснованным. Сначала мы думали, что торговцы просто стали жертвами дезинформации. Некоторые из них были очень недовольны тем, как с ними обошлись. Да, это вызывает сожаление. Офис ТПД на рейсе, как всегда, не укомплектован, поскольку все больше и больше перевозчиков везут одинаковые продукты в систему. Это становится все более и более раздражающим всех вопросом.
Так. Давайте все-таки вернемся к первоначальному вопросу. Что, черт возьми, там происходит? ТПД начал сравнивать цены и котировки за предыдущие несколько месяцев, подозревая, что произошла внутренняя ошибка в расчетах. Цифры ТПД рейса оказались точные, но филиалы за пределами системы получали завышенные значения. Я попросила нескольких моих друзей в местной милиции пристальнее присмотреться к некоторым источникам информации на Нексусе. И, естественно, сразу же обнаружилась связь. И что было сделано? Мы обнаружили, что ретрансляторы были модифицированы. Невероятно сложная работа, как удалось выяснить. Похоже, что некоторые местные криминальные элементы установили удаленный модуль, чтобы сканировать зашифрованные сообщения ТПД, которые загружались на беспилотники. Потом беспилотник изолировался, цены изменялись, и только тогда отправлялось сообщение. Складывая все вышесказанное, кто-то искусственно взвинчивал цены, чтобы привлечь как можно больше бизнес-перевозчиков в систему. Большое количество коммерческих транспортов означало сочные мишени для отморозков. Несмотря на всю мою невинность, я просто восхищаюсь подобным планом. Я предупредила местные власти ОЗИ, но после долгих лет службы на флоте я могу заверить ваших слушателей в одной вещи. Бюрократия очень медленный и ленивый зверь. Какие-нибудь советы для грузоперевозчиков сейчас можно дать? Тяжело планировать коммерческий рейс, когда нет ценовой определенности. Так ТПД на рейсе заморозил все цены, пока проблема с их трансляцией разрешается. Прежде чем привозить какие-либо товары в систему, грузоперевозчики должны убедиться, что цена фиксирована по состоянию на 21 апреля 2945 года. Если сделка кажется слишком уж привлекательной, чтобы быть правдой, скорее всего, это действительно ложь. Вы слышали об этом здесь и только здесь, дальнобойщики. Мы обязательно будем держать вас в курсе событий и следить за тем, как развивается ситуация. И все благодаря адмиралу Еседа Финч, которая присоединилась к нам сегодня. Мы должны сделать небольшой перерыв, а затем мы продолжим нашу программу точно в яблочко.